Всем привет! В этом уроке по вашим просьбам в Infinite Painter сделаем аналог шумной кисти из Procreate. В Painter у меня уже есть такая кисть, для которой я использовала текстуру, добытую у шумной кисти в Procreate. Как я это делала, вы можете посмотреть видео, ссылка на которое появится сверху. Давайте посмотрим на оригинал шумной кисти в Procreate. Так она выглядит. А так выглядит шумная кисть с использованием текстуры из Procreate. Но тем, кто рисует на Android-планшетах, такую текстуру взять негде. Поэтому давайте попробуем создать аналогичную кисть, используя только возможности самого Painter. Идем в библиотеку кистей и создаем новую кисть. Дам ей название. И сразу выберу текстуру из предустановленных вариантов. Это будет первая во втором ряду. Нажимаю на «Создать» и посмотрим на кисть. Кисть пока что не шумит. Переходим в настройки кисти и на вкладке «Текстура» нажимаем на кнопку «Инвертировать». Ставлю для кисти максимальную глубину и в динамике отключаю влияние наклона на кисть. Посмотрим, что получилось. Как мы видим, у этой кисти слишком крупная и плотная текстура, жесткие края, и в конце линии есть эффект заканчивающейся краски. Давайте это исправим. Уменьшаю масштаб текстуры до 0,03. На вкладке «Вверх» уменьшаю поток примерно наполовину. И ползунком «Мягкость» придаю размытие краям. У меня это значение 80. Чтобы краска не заканчивалась, на вкладке «Покрасить» в «Микшировать» отключаю смешивание. И вот такая шумная кисть у нас получилась. И как говорится, гулять так гулять, давайте сделаем еще один вариант шумной кисти. На этот раз создадим ее на основании монолинии из каллиграфии. Для этого я дублирую монолинию, изменяю ей название. На вкладке «Текстура» выбираю ту же текстуру, потому что из предустановленных она наиболее подходящая. Инвертирую ее. Так же, как у первой кисти, максимально увеличиваю глубину и ставлю масштаб текстуры 0,03. Если кому-то что-то непонятно в настройках кистей Infinite Painter, напоминаю, что я сделала гайд на эту тему. Информацию о том, как его получить, вы можете узнать под каждым видео. Избавляемся от влияния наклона. На вкладке «Вверх» также придаю мягкость краям. И давайте попробуем применить к кисти режим сияния. Так как монолиния рисует довольно тонкой линией, на вкладке «Контур» увеличиваем диапазон размера примерно до 2. Посмотрим на кисть. Довольно симпатичный лайт-вариант шумной кисти, внешний вид которой можно легко изменить, выбрав на вкладке «Вверх» режим «Обычный». Вот такие кисти получились. И это не единственные способы, которыми можно создать подобие шумной кисти из Procreate. Всем любителям рисовать в Infinite Painter хочу порекомендовать инстаграм-профиль Infinite Brushes, в котором Наталья, его автор, сравнивает кисти Procreate и Infinite Painter, а также подбирает и создает аналоги. Ссылка на эту страничку находится в описании под видео. И вот в этом посте вы найдете еще один способ создания шумной кисти. Как вы видите, аккаунт молодой, но очень полезный, особенно тем, кто только начинает рисовать в Painter. Будет замечательно, если вы поддержите его подпиской, потому что Наталья – это тот человек, который сможет ответить на вопросы по настройке кистей и по работе в Infinite Painter в целом. На этом я с вами прощаюсь. Созданные в этом уроке кисти, а также кисть с текстурой из Procreate я выложу на Patreon, а также отправлю по запросу спонсорам этого канала 3 и 4 уровней. Увидимся в следующих уроках
и обзорах приложений на iPad и для Android устройств. До новых встреч!